Привет, народ! Сегодня продолжаем сагу Remedy. Сегодня у нас American Nightmare. Это то ли спин-офф, то ли каноническое продолжение игры, то ли хрен пойми, но, в общем, по-моему, считается продолжением каноническим. Оп. Поэтому что ж, будем начинать. Приятного просмотра. Сразу по настройкам пройдемся. Ну и все. Начинаем. Невозможно представить. В сегодняшнем эпизоде, зажатые между правдой и вымыслом, все становится безнадежно размытым и ужасающе отчетливым только в Найт Спрингс. Перед вами воин света. Он участвует в борьбе света и тьмы, борьбе древней и вечной. Он охотник, преследующий опасную жертву, предвестника тьмы, своего зловещего двойника, известного как Мистер Ск... Однажды я доберусь до тебя! Возможно. Но что потом? К тому времени я дотянусь до всего, что тебе дорого. Тьма, окружающая берега нашей реальности, извергла человека. Его ждал решающий бой в Найт Спрингс. Ну, фонарик тут есть, это уже хорошо. Ага, принцип такой же, как и раньше был. Ну их вообще прекрасно. Я так понял, это в конце первого Алана мы все равно ж остались в этой херне. В темноте. Или в темной сущности, или как она правильно называется. А это, я так понял, он все еще пытается выбраться. Значит, опять все по-старому, да? Пистолет по скорострельней дали, это уже хорошо.
В другой жизни человек был писателем. Он и сейчас практикует это искусство, создавая орудие войны из своих идей. Но безжалостные течения, которые бросили его здесь, разметали по миру все написанные им страницы. Меня зовут Алан Уэйк. Я писатель. Но я не стал им в одночасье. Как и многие писатели, я долго добивался этого и много работал. Тут рассказ, там статья. Но однажды мне повезло, я целый год был сценаристом сериала Night Springs на телевидении. Не бог весть что, конечно, и точно не великий роман из моих фантазий, но там я отточил мастерство, получил опыт, а главное, понял разницу между писателями и теми, кто хочет ими стать. Так, ну суть та же самая. Страницы собираем, слушаем истории. Огни мотеля сулили безопасность. Человек почувствовал, что выход из его положения берет начало здесь. Где-то на земле было разорвано само пространство. Оттуда, из темных глубин, извергались орды чудовищ. Человек понял, что здесь не обошлось без его злобного двойника. Он знал, что должен положить конец этому безумию. Конечно. Пора отсюда валить. Так, безопасное укрытие исцеляет вас. Это мы знаем. Ой, блядь. А, 3 страницы манускрипта. Понятно. Есть тут кто? Ты помнишь меня? Эмма. Эмма Слоун. Я думаю, у тебя есть что-то, что принадлежит мне. Правда? Машинописная страница. О, да, вот странно. Я и вправду нашла страницу. Даже не знаю, откуда она взялась. Это странная история про нефтяную вышку и спутник. Да, ее-то я ищу. Уж не знаю, как ты понял, что она у меня, но, видимо, она твоя. Слушай, а что вообще происходит? Там какие-то жуткие ребята ошиваются около вышек. Что с ними не то? Они опасны. Я разберусь с ними. А ты постарайся не попадаться им на глаза, хорошо? И держись на свету, они ненавидят свет. На старой нефтяной вышке вентиль был выкручен до упора и заклинен на месте. Из трубы бурлящим потоком текла нефть, густая и горячая. Сигнальные огни на вышке ярко и ритмично мерцали, питаемые аккумулятором. В музыкальном центре ревел диск Касабиан, разрываясь перегруженными гитарами и мощным ритмом. А высоко в небе какой-то кусок орбитального мусора или чего похуже столкнулся со спутником и сбил его с курса. Увлекая за собой обломки, спутник падал с небес под неестественно крутым углом. Вся высококлассная техника на нем сейчас стала одним большим снарядом, который уничтожит все, что под него попадет. Очень хорошо. Скажу сразу, ты должна понимать, что мы раньше не встречались.
Еще как встречались, мистер Вейк. Помните, вы тогда остановились в мотеле? Нет, тот парень, о котором ты говоришь, только выглядит как я, даже если он использует мое имя. Он стоит за всеми этими неприятностями. О, а я-то думала. Теперь, когда ты рассказал, я вижу, что твоя аура и правда гораздо приятнее, чем его. Я очень чувствительна к такому. Мне нужно найти еще кое-что. То, что перечислено на странице? Ну, здесь повсюду валяется куча старого хлама. Отлично, спасибо. Думаю, ты найдешь все, что нужно. Кроме спутника, конечно. Может, все-таки скажешь, зачем тебе все это? Я не думаю, что ты мне поверишь. Может, я сама решу, верить мне или нет? Ладно. Страница — это формула изменения реальности. Либо с ее помощью я закрою этот странный портал в другой мир, либо оттуда продолжат лезть темные монстры-убийцы. Да уж, ты был прав. Думай обо мне, что хочешь. Но вокруг еще полно плохих ребят. Будь осторожна. Может, ты и спятил, но я видела, как они ходят и как они выглядят. Пожалуй, я тебе поверю. Это одержимые. И они вообще-то не люди. Уже нет. И они лезут из нефтяной скважины? У них там что, секретный штаб внизу или... Нет, просто там точка соединения. Такая дыра, которая ведет в общем, в очень паршивое место. Потому мне и нужно ее закрыть. А тот, кто похож на тебя, открыл ее. А то он ошивался около станции. Он везде ошивается, к несчастью. Воин света узнал страницу, полученную от женщины. Это оружие создал он сам. Оно должно было помочь уничтожить темный портал. Если воссоздать описанные на странице условия, великая сила вырвется на свободу. Так, я там страницу увидел. Попасть я внутрь не могу, да? Ну да. Ладно, пойдем на звездочки. Искать 3 предмета. Мини-карта в левом верхнем углу экрана показывает ваши текущие цели. Мгм. О, страничка. Я знаю, что после моего возвращения та ясность, что я чувствую сейчас, может исчезнуть. Я все спланировал. Я подготовился к этому. Но я понимаю, что выход из темной обители будет трудным, и не только физически. Он может затронуть мой разум, мою память. Эти страницы должны помочь мне вспомнить и собрать все по частям. По крайней мере, раньше это работало. Даже если не получится, думаю, я смогу просто довериться инстинктам. Я проживаю свою собственную историю, и я надеюсь, что смогу понять, куда идти и что делать, даже если детали начнут ускользать от меня. Вот дьявол, это не к добру. Запись идет? Как это вообще понять? Прости, я не очень дружу с техникой. Вот так гораздо лучше. Я сейчас вернусь. Нужно закончить одно дельце. Люблю тишину. Держу пари, ты хочешь знать, почему все так происходит? Зачем я это делаю? Почему я так повернут на разрушении твоей жизни? Ты позоришь мой стиль. У тебя есть деньги, слава, все, что пожелаешь.
Но ты не знаешь, что со всем этим делать. Я знаю. И делаю все, для чего у тебя всегда была кишка тонкая. Развлекаюсь, в общем. Знаешь, чем мы на самом деле отличаемся? Я не боюсь быть в центре внимания. А этому жлобу просто не очень повезло. В смысле, я уже выбил из него всю информацию. А сейчас просто хочу развлечься. Наша вторая ёбнутая половина опять ёбнулась. Кажется, мне пора переходить на полный автомат. Так, с этим все. Аккумулятор поможет нам переписать реальность. Понятно. Чтобы изменить реальность, ты подталкиваешь ее в правильном направлении. Твоя версия реальности выжидает. Она стремится стать правдой. Все, что тебе нужно, помочь ей реализовать свой потенциал. Дьявол прячется в деталях. Ты изменяешь детали мира, чтобы они соответствовали деталям на странице. Если детали подобраны верно и достигнута критическая масса, произойдет смешение. Тогда оставшаяся часть твоей новой реальности перекрывает существующую модель. Ложь, неважно насколько она возмутительна, теперь правда. Реальность, которую мы принимаем как данность, мягче и податливее, чем мы думаем. При правильных условиях ее можно изменить, обращая во что угодно. Когда это происходит, никто ничего не замечает. Не то чтобы мы забывали, просто после изменения вспоминать уже нечего. Только те, кого напрямую коснулась сила, меняющая реальность, знают об изменениях. Многие сходят от этого с ума, другие выдерживают. Я один из них. И я знаю, как использовать эту силу и переписать реальность. Ох ты ж, ебать. Существо разделилось надвое, чтобы уйти от ненавистного света. Но врагов стало больше. Такова арифметика ужаса. Черт, ну и вляпался. Что-то мне подсказывает, что огневая мощь не помешает. Так, осталась еще одна.
Э, Стой! А как уворачиваться? Вот и все. Человек нашел аккумулятор, но он разряжен. Его потребуется зарядить. Этот аккумулятор надо зарядить. Без проблем. Вот, держи. Спасибо. Слушай, я не уверен в том, что именно произойдет, когда я это сделаю. Память будто в тумане. Я даже не знаю, что все это значит. Скажу одно, не подходи близко к нефтяной вышке, хорошо? Там все может выйти из-под контроля. Играешь с огнеопасными веществами? Просто супер. Я постараюсь, чтобы все прошло гладко. Только, пожалуйста, давай ты не окажешься каким-нибудь долбанутым террористом. Ага. Ладно, мне надо идти. Пожелай мне удачи. Погоди, сначала я хочу кое-что у тебя спросить. Что ты имел в виду, когда сказал память, будто в тумане? Путь сюда был довольно тяжелым. Ощущение, как будто угодил в цунами. Я ненадолго отключился. Трудно объяснить. Есть своего рода барьер, через который мне надо пробиться. Мне повезло, что я вообще добрался сюда в своем уме. Ага. У тебя может быть травма головы, ты идешь вершить великие дела с помощью волшебной бумажки. А сюда прилетел из другого измерения? Нет, я из Нью-Йорка. В другое измерение я просто заскочил. Ну да, точно. Чуть ошиблась. Ну, теперь туда. Что, мне кажется, игра довольно короткая. Даже грустно осознавать, сколько проблем решает картечь. Вы можете уклоняться, это мы знаем. Пора внести несколько важных правок.
Метеорит. Ой, это, господи, спутник. Охренеть. Реально спутник сбросил. Опа. На помощь кто-нибудь! Они пытаются сюда пролезть! Помогите! Я здесь! Сиди там и не высовывайся! Что еще? Кажется, их стало больше! Да, я, кажется, заметил. Это последний. Прорвались. Итак, мы в эфире. Впереди нас ждет еще одна прохладная аризонская ночь. С вами Это еще что за черт? Все, я с ними справился. Ты в безопасности. Расскажи мне все, что знаешь о нем, этом парне, который выглядит как я. Он... Ну... Там была вечеринка в одном из номеров. Весьма фривольная. Я точно не помню, в каком номере. Ты не пошла? Нет, не пошла. Но там что-то пошло не так. Короче, я слышала, что он пошел в столовую. Там была драка или что-то такое. Может, и там сможешь что-то найти. У меня есть ключи, может пригодиться. У тебя чисто случайно оказались ключи, да? Ладно, пойду гляну. Будь тут. Чёрта с два! Как только ты уйдешь, я сваливаю отсюда. Закрываю гараж и иду домой. Эмма, тебе правда лучше остаться здесь, на свету? Ага, спасибо за совет. Но я тут не останусь. Иди уже, ладно? Ваш альбом «В долине моих теней» вышел в 1978 году. И сразу после этого вы прекратили играть. Почему? И что заставило вас вернуться через столько лет? Он им не взял. Полтергейст. Сама его сущность яростна и враждебна. Вот, А в блядь. его присутствии обычные объекты становятся смертоносными снарядами. Вот дерьмо! В луче моего фонаря сверкнула сеть паутины, тонкая, практически воздушная. Она была свежей и лежала прямо у меня на пути. Я затаил дыхание и ждал, напрягая слух. Тишина. Я пошел дальше, сосредоточившись на своей задаче.
Взять, что мне нужно, и уйти, вот и все, твердил я про себя. На какой-то момент мне и правда показалось, что все будет вот так просто. И тогда я услышал топот ног по земле. Ног было слишком много. Очень я рад. Сейчас будет замес, походу. Сцена со следами насилия. Черствые закуски, небрежно брошенный ключ от номера. Человек узнал почерк своего противника. Думаю, это ключи от комнат в мотеле. Я могу Спутник, изучить. а теперь это? Должно быть, здесь замешано это место. Мистер Скр... это извращенная пародия на меня. Могущественная и опасная. Но я знаю, что могу справиться с ним. Я не думаю, что кто-либо еще может сделать это. Остальные не понимают, что он такое, что он представляет из себя, и что все ужасные вещи, которые он творит, почти ничего не значат в сравнении с тем, что он устроит на земле, если дать ему шанс. Но я выжил в темной обители, и она научила меня важным вещам. Как выдержать, как сохранить разум, когда мир сходит с ума. Он на 2 шага впереди меня, но я знаю, где его искать. И я верю, что могу его остановить. Эмма Слоун много во что верила. И во многое очень зря. Эмма Слоун. Невинная жертва его темной половины. Случайная жертва в большой войне. Жертва неведомых сил и собственной глупости. Проклятие! Ну почему ты не послушала? С экрана телевизора на меня смотрело мое собственное лицо. Несколько секунд я боролся с чувством дежавю. Мне не раз приходилось вот так же смотреть на себя в телевизоре. А потом на лице появилась легкая ухмылка, совсем не присущая мне. Глаза злобно сверкнули. Только тогда я понял, на кого сейчас смотрю. Человек на экране отодвинулся назад. Когда я увидел комнату, в которой он находился, у меня пересохло в горле. Но все, что мне оставалось, это смотреть. Так это мы уже видели. Проклятие! Вот. Это и есть та комната. Майкл Фараби. Замученный до смерти. Одет в костюм с нашивкой местной обсерватории. Улика слабая, но надежная. Почему-то ему так казалось. Теперь он знал, куда идти.
Обсерватория. Преследуя темного предвестника, воин света рвется вперед к звездам. Обсерватория горы Ред Туз. Красный туз. Обсерватория. Ладно, красный зуб. Место, где люди любуются великолепием Вселенной. Но красивый вид не то, что ищет воин света. Он пришел сюда за оружием. Как романист я обожал детективы. Именно в жанре детектива я написал свою первую книгу. Главным героем в ней был вечно печальный Алекс Кейси, чья жизнь была похожа на незаживающую рану. Книги о нем буквально сметали с прилавков. Я написал еще 5 романов про Алекса Кейси, и все они стали бестселлерами. Я разбогател, я стал знаменитым. Успех давил на меня, а я не знал, что с ним делать. Там у нас патроны. Какие-то страшные звуки. Вы не страшные, к вам я уже привык. Я ношу с собой фонарик и пистолет уже так долго, что без них чувствую себя голым. Надобность в них возникает слишком часто. Сама тьма защищает одержимых. Тени клубятся над ними как живые, защищая их от вреда. То, что сразу же ранило бы или убило человека, не оставляет на них и царапины, пока не разгонишь тьму. Но свет делает их уязвимыми. Свет выжигает тень. Тьма, которая управляет ими, все еще остается в них, но теперь они уязвимы. Фонарик и пистолет. Иногда мне кажется, что это все, что у меня осталось. И дробовик. Сорок страниц, нихера себе. Успех навалился на меня тяжким грузом. Моя жена Элис была единственной, кто еще соединял меня с прошлой жизнью. В какой-то момент этого оказалось недостаточно. Я больше не мог писать. Я с головой ушел в вечеринки и безумные выходки, они отвлекали меня. Я плыл по течению жизни, уверенный, что Элис не покинет меня, хотя никогда и не спрашивал, согласна ли она быть вечной опорой измученного художника. Дуракам везет, Элис была не из тех, кто легко сдается.
На самом деле, пауки — это не вражеские создания. Они побочный эффект. Часть малой фауны темной обители. Они попали сюда через проход, который я открыл своим прибытием. Не столько животные, сколько идеи, которые приняли форму животных. Это не делает их менее опасными, но с ними, по крайней мере, проще справиться. Тьма не защищает их так, как одержимых, поэтому их сразу же уничтожают как свет, так и пули. Пауки. Охеренно. Охеренно. Просто шикарно. Здравствуйте. Я доктор Рэйчел Мидоус и... Минутку, да это же ты! Как ты вообще посмел сюда вернуться? Следующий. Уходи! Это был не я. Я просто выгляжу так же. Ты серьезно? И я в это должна поверить? Ради бога! Я пытаюсь остановить его. Вы видели этих теней, которые пытались меня убить, так? Держу пари, он с ними неплохо ладил. Да, точно. Хорошо, входи. Спасибо. Привет, О, приятель. еще одно кино. Я вырвался, чтобы поболтать с тобой. Тут рядом вечеринка идет. И знаешь, мне тут нравится. Чуток пива, чуток веселья, ну понимаешь. Здорово. Слушай, вся эта заварушка между нами, я тоже не очень рубаюсь, в чем дело. Я к тому, что мы не только выглядим одинаково, у нас с тобой много общего. Здесь, именно здесь. Я же знаю тебя, так? Вот я и подумал, а может нам... Да эти ребята просто страх потеряли. Слушай, мне кажется, мы оба жертвы обстоятельств. Конечно. Может, нам просто стоит попробовать... Ладно, ну его нахер слушать его постоянно. Секунду, я спущу за тобой лифт. Я не ожидала никого этой ночью, но рада увидеть реального человека. Токий трюк. Доктор, тот человек, похожий на меня. Что ему здесь было нужно? Прямо сейчас происходит странное астрономическое явление. Я даже не могу его классифицировать. Но я думаю, именно оно отключил наш спутник. Сейчас мы получаем очень необычный сигнал, который... За ним я сюда и пришел. Вот и двойник твой тоже. Но он, кажется, вообще ничего в нем не понял. Разозлился, сломал нашу матрицу изображения. Теперь телескоп не работает. Думаю, явление еще действует, но нам его не поймать. Мы можем что-нибудь сделать? Детали, которую он сломал, это такая специальная камера. Но без нее телескоп не заработает. В моей машине есть запасная. Если ты сможешь ее достать, мы снова в деле. Считай, уже сделано. Вот это совпадение. Расскажи подробнее про этот сигнал. Как будто что-то транслируется прямо в Найт Спрингс. Странное дело. Он какой-то смутный, будто и не совсем там. Не знаю, как описать. Ну и
На что был похож сигнал? Самое интересно. Этот человек появился еще до того, как я успела поймать сигнал. Был очень любезен, такая работа. Выделил сигнал, и притолкнул меня из диспетчерской. Сказал, что я не могу делать. Он как будто извинился, что ли. Как бы это сказать? Сначала он казался таким спокойным, приятным, а потом вдруг... Удачи и прошу быть осторожным. Это очень дорогая деталь, а заменить ее больше нечем. Прости, как-то совсем черство вышло. Береги себя. Ну, пока что это что-то типа просто фанатской модификации. Не знаю, не похоже она на игру от Remedy. И уж точно на продолжение. Наверное, это ее машина. Пауки. Заебись. Заебись. А, они легче, чем я думал. О, открывай. Я нашел ее! Я активирую платформу под телескопом, чтобы ты мог установить матрицу. Не волнуйся, это очень просто. Запрыгивай. Молодец. Так я проведу быструю диагностику. Да, все великолепно. Порядок. Можно начинать. Ну что ж, посмотрим назад. О, чтоб тебя. У нас перегрев. Шикарно. Придется отключить его. Произошла поломка системы автоохлаждения. Кто-то отключил подачу хода. И что теперь? Ну, ты мог бы пойти и открыть резервные клапаны подачи хладагента. В общем, Я понял. если есть какие-то вопросы, поднимись ко мне. Запомни, тебе нужно открыть все 3 клапана. Порядок открытия не важен.
Вот бля. Отлично. Вроде все. Ух. Я открыл все клапаны, доктор! Теперь работает? Погоди секунду. Да, кажется, ты все починил. Запустилось? Отлично сработано. Это не к добру. Кажется, они не очень рады нашему успеху. Осторожно, они пробрались внутрь. Пролезете, да? Хорошо. Ты в порядке? Это было неприятно. Кажется, я пристрелялась. Все еще не понимаю, что это такое, но... Странно. Очень странно. О, куда подевались мои манеры? Поднимайся ко мне. Теперь мы ловим сигнал? О, да, сигнал ясный и четкий. Он великолепен. Я пока не уверена, что это такое, не говоря уже о том, откуда он поступает, но он как-то взаимодействует с нашими системами. Как будто он адресован именно нам. Но я не понимаю, как такое возможно. Может быть, здесь просто такой сюжет? Что? Неважно. Я могу его как-то услышать или... Как оно вообще работает? Этот сигнал почему-то не полный. Но сейчас мы получим его распечатку. Что значит неполный? Ну, как будто бы мы получаем только его фрагмент. Сигнал нужен мне целиком, это важно. Я понимаю, но это все, что есть. А человек, который похож на меня, получил полный сигнал? Он заперся от меня, поэтому точно не знаю.
но мне показалось, что он вообще не особо его понял. Ну, а что там в небе? Бессмыслица какая-то. Звезды. Они просто расположены не так. Я думал, что смогу увидеть что-то особенное, но впечатление такое, будто я смотрю в какое-то совсем чужое небо. Но это невозможно. Доктор, я считаю себя рациональным человеком. Но эта вещь не из тех, которые можно измерить или объяснить. Я видел много невозможных вещей, которые просто... Распечатка сигнала. Это тоже оружие, созданное воином света. В этих словах пробуждается новая реальность. Но сигнал не полон. Тем не менее, он указал человеку дорогу, путь, который приведет его к месту схватки с врагом. Открытый кинотеатр. Когда-то здесь обитали лишь тусклые фантазии кинолент. А сегодня проводится выставка искусства. Но воин света прибыл сюда не с культурным визитом, а для завершения своего дела. Так, ну сделаем мы это после перекура.
А мы продолжаем. Они что, сняли продолжение «Самурая против конкистадора»? Ничего святого. Я помогла ему, и он будет любить меня. Он обещал. У меня уже синяки везде, где только мог. О, это же ты. Просто фантастика. Ты в порядке? Ух ты. Уходи. Нет, я так тебя хочу. Но если ты вернешься, то разозлишься. Так что уходи, ты же знаешь. Я сделаю все, что тебе захочется. Так. Я так тебя люблю. Ты слышал, что любовь жестока? Ты будешь жесток со мной. Давай же. Леди, у вас мозг затуманен тьмой. Думаю, я смогу вам помочь, если включу тут освещение. Ты не можешь снова включить электричество. Это запрещено. Ты сам сказал. То есть, куда мне не следует идти, чтобы не включить электричество? Случайно. Это крупное здание с другой стороны кинотеатра? Но оно уже заперто. А где ключ? Я же не хочу нечаянно его подобрать. Он на стене, рядом с кассой. Но ты не станешь. Не можешь. Не будь плохим мальчиком. Без проблем. Я просто займусь другими делами. Слово скаута. Просто постарайся успокоиться. Я уже сталкивался с таким раньше. Думаю, с тобой все будет хорошо. Почему так трудно думать? Тебя коснулась тьма, это... Я надеюсь, это не навсегда. Помнишь, как ты сюда пришел? Поцеловал меня. И как потом все потемнело. Вот это было просто... И это снова мы. И у меня в гостях группа «Старые боги Асгарда» и их менеджер Барри Уиллер. Ребята, сейчас на гастролях вы играете свои классические композиции, но ведь вы записали и новый сингл, я прав? Как все прошло? Трудно было возвращаться в студию после такого промежутка. Так, тут где-то страница. Наверное, снаружи. Человек встречался с таким и раньше. Люди, чью сущность осквернило прикосновение тьмы. Он и сам испытал это. Но милосердный свет выжег тьму из его ран. Мой творческий кризис становился все тяжелее. Я больше не мог нормально спать. Наши отношения с Элис были похожи на вечный бой. Я гулял и сорил деньгами. Элис приняла решительные меры. Она заказала нам отпуск в Брайт-Фоллс, небольшом городке в штате Вашингтон. Это должно было помочь мне вырваться из замкнутого круга. Она еще не знала о тьме, что ждала нас на озере Колдрон. Зума. Вау! Это не к добру. Действительно. Так же можно и напрудонить. 30 страниц надо. Ну, конечно. О, глядите, мистер Супермен пожаловал. Готов к спасению мира?
Ага, не с той стороны. Ты просто обделаешься, когда осознаешь, что я для тебя подготовил. Заткнись! И 20 нету даже. Ну ладно. Оу! Элис, моя жена. Лучшее, что со мной когда-либо... Ну, это мы уже знаем все. Так, думаю, я смогу в этом разобраться. И... Ага. Оу. Током убьете. Не надо нас током убивать. Ты просто не представляешь, как ты вляпался! Когда поймешь, это будет та еще картина. Под разряды лучше не попадать.
Машина плыла через потрескивающий горный воздух, как в замедленной съемке. Мне кажется, кто-то забрался в мою голову. Так хорошо. Вот запах. Нет, не надо. О, это не... Это ты. Ты что, помог мне? Похоже, тебе уже лучше. Да, намного. Спасибо тебе. Я не знаю, что произошло. Там был этот парень. Знаю, что ты хочешь сейчас сказать. Да, он выглядел в точности, как я. Но я не он. Не волнуйся, от тебя совсем другое ощущение. Он забрался ко мне в голову. Мне хочется помыться с мылом. Где он сейчас? Этот урод хотел попасть в проекторную. Он говорил, что сделает так, чтобы солнце никогда не взошло. Боже, когда он это говорил, все не казалось таким странным. Звучало как неплохая идея. Ты была не в себе. Проекторная. Да, похоже на правду. Мне надо туда попасть. У меня есть код доступа от двери. Вот. Спасибо. Я рада, что ты пришел. Он сказал, что вернется, когда наведет кое-какую охранную систему. Можешь рассказать мне, что здесь творится? У нас тут выставка искусств. Она открывается завтра. Я ее курирую. Меня зовут Сирена Вильдивия. Алан Уэйк. Вот это да, это ты! Я не... В смысле, я видела тебя на большом экране. Я знакома с твоей женой. Ты знакома с Элис? Стоп, на большом экране? Ну да, мы будем показывать ее фильм. А что вообще с тобой случилось? Итак, Элис... Ох, точно, прости. Это то еще совпадение, что ты здесь. Она сделала этот ролик, в смысле, она сняла его много лет назад. И в нем есть ты, и фильм будет показан в рамках выставки. Я есть в фильме? Ну да, это... Ну, просто съемка тебя в какой-то момент в вашей жизни. Но она сделала из нее этот фильм. Это как бы своеобразный памятник тебе. Ведь, ты понимаешь, все думают, что ты умер. Как-то так. Ага. Как Элис? Она в порядке? Она... Да, в общем и целом, думаю, ничего. Я довольно неплохо ее знаю. Ты правда Алан? Просто не верится, что ты здесь. Никто не знает, что произошло с тобой. Но есть те, кто говорят, будто видели тебя. Это был не я. Просто он выглядит так же, как... Ну, ты поняла. Да, но тот парень какой-то скользкий. От одной мысли о нем мне... Я ненавижу его, но я... Что-то в нем есть такое. Боже, он такой жуткий. Ты совсем на него не похож. Вообще, надеюсь, что ты остановишь его. Это и есть охранная система? Видимо, надеяться на Сирену и толстого охранника было наивно.
уничтожать их. Окей, мы поняли. Этим не займемся. Воин света ощущал фрагмент сигнала у себя в кармане. Оружие, которое может изменить будущее. Сигнал был неполным. Но это все, что у него было. Черт, что-то пошло не так. Ты что-то задумал, правда ведь? Как жаль, что это ни к чему не приведет. Я это лучший ты, которым ты никогда не станешь. И у меня есть столько времени, сколько нужно. Все, что есть у тебя, скоро станет моим. Твоя жизнь, твоя жена! Нет. И что ты сделаешь? Солнце уже никогда не взойдет. Я могу так продолжать вечно. Покажись! Как скажешь, приятель. Само время скручивается и рвется, унося воина света обратно своим темным течением. И вновь он входит в этот мир. Но теперь он видит суть ловушки. Лабиринт, замкнутый на себя же. Я снова здесь. Он отправил меня назад. В Брайт-Фоллс на меня постоянно нападали птицы, которые были скорее тенями, чем созданиями из плоти и перьев. Но и они эволюционировали. Некоторые из одержимых теперь способны превращаться в стаю птиц, избегая моих атак, и обратно в человека, нападая из-под тишка. Вот я этому очень рад. За черт!
Давай все сначала, я понял. Сейчас опять закусочная, обсерватория, кинотеатр. Эмма! Ты здесь? О, это ты? Видимо, это все было взаправду. Ты помнишь меня? Типа того. Мне было как-то странно весь день, как будто я пыталась вспомнить сон. А потом, как раз перед закатом, я вспомнила про страницу. Да. Мне придется снова отправиться за теми вещами. Не за всеми. Я пошла и достала их. Ну, почти все. Сначала это казалось мне глупым, но потом стало темнеть, и одно из этих существ прибежало и утащило аккумулятор. Оно направилось в железнодорожный туннель. Прости, я не смогла пойти за ним туда. И хорошо, что не пошла. Будь осторожна. В смысле, очень осторожна. Да, я что-то такое помню. Со мной же случилось что-то плохое, да? Забудь. Это не обязательно случится снова. Поняла? Просто делай, как я говорю. Да, хорошо. Господи, это бред какой-то. Я что, с ума схожу? Просто иди достань этот аккумулятор. Постарайся успокоиться. Ты не сумасшедшая. Мы попали во временную петлю. Вот почему это все происходит снова. Я тебе... Только аккумулятор. Это сэкономит время. В общем, эта тёлка просто явилась и сказала, что она моя самая большая поклонница. Знаю, они все так говорят, да? И строят мне глазки. Ну, я пару раз подкатил, пару раз нам подлил, а потом пошло-поехало. Но я сказал ей, что мне сначала надо в уборную. Да? Она и не подозревает. Смотри, это будет просто убойно. Я знал, что тебе понравится. Ты нервничаешь? Ты немного напряжена. Тут, конечно же, безопасно. Теперь просто надо, чтобы она его зарядила.
Я нашел аккумулятор. Отлично, я заряжу его. Вот, постарайся, чтобы тебя не убили. Ладно, я совсем разберусь. А ты, главное, не волнуйся. Слушай, а что если я... Почему бы тебе не остаться здесь со мной, пожалуйста? Ну что, опять по новой? На старт, внимание. Они идут к ней. Надо спешить. Эмма, Боже, я это сейчас! происходит снова! Я знала, что со мной случится что-то плохое! Это еще не плохое! Что? Ничего! Сиди там и не высовывайся! Все, теперь безопасно. У меня очень плохое предчувствие насчет всего происходящего. А теперь мне нужны ключи от дайнера. Там лежит ключ от мотеля, и он мне нужен. Это все ни к чему. У меня есть универсальный ключ от мотеля. Я работаю на ту же компанию. А что такое в отеле? Ну, там мертвец. И мне нужно кое-что у него забрать, чтобы попасть в обсерваторию. О, боже, это ужасно. Ну,
Ты же хотел знать о том парне, который на тебя похож, да? Ты тогда упомянула, что он устроил вечеринку, на которую ты не пошла. Нет, это не совсем так. Я пошла. Сначала там было очень и очень здорово, но потом... Я сама не видела, но вроде там все пошло кувырком. Он довольно сильно избил кое-кого, а еще там была девушка. Она погибла. Но я узнала об этом уже потом. Мне казалось, что он такой очаровательный. А потом он пошел перекусить. Ну да, пошел. Я тут ни при чем. Я вообще не участвовала в этом. Не знаю, что произошло. Ладно. Надо проверить номера в мотеле. А ты пока побудь здесь, хорошо? Я серьезно. Не выключай свет и никуда не уходи. Да, ладно, хорошо. Надеюсь, ты окажешься прав. Не подходи! Нет, это не должно было случиться опять! Воспоминания о собственной судьбе преследовали Эмму Слоун и наполняли ее душу ужасом. В этот раз она послушалась совета. Но этого оказалось недостаточно для спасения. Элис и Барри. Моя жена. Говорят, никто не знает, что нам готовит будущее. Но для него это утверждение было уже не совсем верно. Более слабый давно бы сдался. Но воин света был мастером по работе с судьбами. Случается так, что кукла и кукловод — это одно и то же лицо. Вершина горы Ред-Туф усеяна рукотворными глазами, которые всматриваются в бескрайние глубины космоса. Сегодня они должны помочь воину света получить небесное послание. Небесное послание мы получим после перекура. Прошу прощения.
Так, продолжаем. Второй заход История оказывается повторяется, быстрее. И человек помнил ход событий. Он знал, что ему необходима недостающая часть телескопа. Найти машину доктора Мидоуз. Камера должна быть там. Привет, привет. Так, короче, я так понял, он пишет сценарий к одному из эпизодов шоу, которое крутили по телеку в игре. Но пишет он это все в темной сущности. Он еще не выбрался из нее. И у нас появился злодей, мистер Скретч. Это, короче, наш двойник злой. Но тут волын побольше. Да. Это ты? Да как ты смеешь? Нет, стоп. Это же не ты, да? Знаешь, просто заходи. И тут Я какая-то открою дверь. временная петля, как Спасибо. я понял. Потому что это мы уже все второй раз проходим. Знаю, о чем ты думаешь. Злобный двойник, сверхъестественные силы. Но чаще всего я хочу быть проще. Хочу, чтобы ты понял. Вот так. Хочешь заморать руки? Никаких батареек, никаких движущихся частей, только физика. На эту технологию можно положиться. Классика. Короче, он шизанутый. На всю голову. Ты должен меня извинить. Все это как-то очень странно. Мне кажется, будто это все уже происходило раньше. Доктор, у меня с собой запасная часть для вашего телескопа. Да. Ну, давай ее установим. Думаю, мы можем его запустить. Хотя странное чувство. Пока не запускайте. Система Ну да. охлаждения неисправна. Ну да, точно. Я вспомнила. Так, дай подумаю. Если они ее сломают, это произойдет снаружи, у основных труб с хладагентом. Если ты обезопасишь эту зону, мы можем начать прием сигнала. Ты же здесь за этим, не так ли? За этим сейчас разберусь. Пока
ушел. Если есть время, поднимите, пожалуйста, ко мне и объясни мне пару моментов. Все это как-то очень странно. Ну, скажем так, выглядит это, знаешь, как фанатский мод на Привет. игру. Я все еще не вполне понимаю, что происходит. Но, кажется, помню, что мы тут уже встречались. У вас не дежавю, доктор. И мы правда здесь уже встречались. Мы попали во временную петлю. Но это же полное безумие. Как такое возможно? Я не могу это нормально объяснить. Полагаю, можно считать это магией. Я не верю в магию. Я тоже. Но с опытом не поспоришь. Слушайте, что сейчас правда важно, так это сигнал. В прошлый раз мы поймали лишь его отрывок. Мне Ну, нужна оставшаяся она часть. является частью Верите вы мне или канона, нет, но вы же поэтому хотите выбора в этом нет. разобраться не меньше моего, правда? Да, конечно. Я так понимаю, во второй части мистер Скрэч один из противников наших будет. А дыхалка как хуёвая была, так и осталась. Ну да. Ну да. О, чувак забаговал. А, стоп. Блин, тут что-то надо сделать. Я правильно понимаю, что эти существа ненавидят свет? Тогда ты можешь включить освещение, чтобы обезопасить площадь. Доктор, как слышно? Кажется, все готово. Хорошо. Я начинаю поиск сигнала. Возвращайся назад. Ох, блядь. Кажется, им это не понравилось. Будто чертова гора пытается меня убить. Ой, подзатыльник схватил. Ох, Не туда.
Не туда. А куда? А, во, вижу. Получилось? Пожалуйста, поднимись сюда. Вы засекли сигнал? Да, кажется, он не совсем такой, каким был в прошлый раз. Но мы определенно поймали его. На этот раз полностью? Боюсь, что нет. Вот, посмотри сам. Я сейчас сделаю распечатку. Но сначала мне бы хотелось... Выкладывайте, доктор. Большинство людей было бы в шоке от всего, что тут происходит, если бы они вообще пережили нападение этих тварей. А ты вот, кажется, вполне владеешь ситуацией. Как так вышло? Да, однажды я влип в запутанную историю. В одном маленьком городке меня настигла отвратительная тварь из другого измерения. Она похитила мою жену и обманом заставила меня написать этот роман ужасов, который потом стал реальностью. Я научился бороться с ней с помощью света, избавился от нее и освободил жену, но сам оказался заперт в другом мире. Ты что, серьезно? Совершенно серьезно. В общем, так я и привык к тому, что реальность вытворяет странные или даже невозможные вещи. Я уже довольно долго сражаюсь с этими существами. Не точно такими же, но очень похожими. Само собой, у меня уже есть некоторые преимущества. Что-нибудь еще? Что ты подразумеваешь под преимуществами? Наверное, ты решишь, что я спятил. Так вот, реальность гораздо более гибкая, чем все думают. На нее можно влиять. Я не думала, что ты мистик. Я не мистик, я писатель. В некоторых случаях я могу, как бы это сказать, переписывать реальность. Изменять события. Да, но все так и работает. Ладно, предположим, я поверила. Так почему бы тебе просто... Не знаю, не написать для себя... Еще одна распечатка. Еще один фрагмент сигнала. Сообщение пока не полное. Но это еще один элемент оружия, которое он приготовил против своего врага. Просто слова на бумаге. Но попав в правильные руки, эти слова способны сдержать натиск темных сил. Последний раз, когда человек побывал в этом кинотеатре, все закончилось не слишком хорошо. Он надеется, что того, что принес сюда с собой, будет достаточно. «Рассвет» — это фильм Элис? Сирена, вероятно, снова не в себе. Но мне все равно нужен этот ключ, чтобы восстановить питание. Опять ты? Я, правда, только за ключами зашел, чтобы снова включить питание. Хочешь подчинить меня? Давай.
Я знаю, тебе это нравится. Да, я просто возьму ключи. А хочешь, я буду как бы твоей женой? Милой женушкой, которая ждет своего муженька. А хочешь, ты будешь почтальоном? Или соседом? Спасибо, но я уже женат на той, у кого с головой все в порядке. Я просто пойду и восстановлю питание. О, Смотри, я могу вернуться, но могу и не вернуться. У меня уже есть код доступа к проекторной, так что когда я включу электричество... обязательно загляни ко мне. Мы с тобой развлечемся. Ну, ты понимаешь. Посмотрим. Ты присядь, что ли? Попробуй успокоиться. Я не хочу успокаиваться. Я хочу быть грязной. Вместе с тобой. Да, я понял. Делай со мной, что пожелаешь. Можешь взять мою... Очень увлекательная женщина. Погоде, но у нас есть звонок. Привет, вы в эфире у Эдди, говорите. Привет, Эдди, меня зовут Рики. Вы говорили когда-нибудь о судьбе? Чего вы думаете? Ты что, еще не понял, умник? Вот, блядь, одной страницы не хватает, чтобы открыть. Ну да. Ну да, тыкал бы я в них так, как в прошлой части, заебался. Заебался, да. Я бы хотел поговорить об Элис. Посмотри на нее. Такая красивая, да? Твоя жена. Ну, вообще-то наша жена. А скоро только моя жена. Не волнуйся. Я не буду с ней, как с остальными. Она особенная. Хотел бы ее увидеть. Ты же как хомяк в колесе. Давай, беги вперед, вдруг это поможет. Хо-хо-хо. Штурмовая винтовка — это всегда хорошо.
Конечно, обидно, что вместо дробовика, но тем не менее. Ну, кстати, а вот и дробовик на всякий случай. Все, понял загадку. Суть загадки. Кажется. Или нет? Ну, во всяком случае, можно рандомно натыкать. Пауки, блядь. А-а-а. О, в этот раз как-то шустрее пробежалась эта локация. Может, конечно, из-за того, что на меня тут никто не пытается напасть. Это довольно странно. Прикольно. И нахера я сюда побежал? На, блядь, вот она же дверь. Умрешь, ты проиграл. Отступишь, ты проиграл. Доберешься до конца петли, ты все равно проиграл. Болван. А дробовик-то лучше. Эта херня урона практически не наносит. Согласен.
Воин Света ощущал, что его время было на исходе. Он понимал, что опять угодил в тупик. Но еще было время действовать. Завершенное или нет, оружие было в его руках. Ладно, у меня лишь отрывок. Но может и этого хватит? Неподалеку висел постер фильма в стиле нуар. Постер фильма в стиле нуар. А лампа освещала красные огнетушители. И постер в стиле нуар. Сейчас меня еще раз в петлю кинет. Нет, не хватило! А вот кат-сцены здесь прикольные. Невинность Вот эти из вот. себя строишь. Чего ты пытаешься добиться? Все это пустая трата времени, приятель. Тебе бы лучше прилечь и сдохнуть, чтобы я занял твое место. Это все, что тебя ждет. И сейчас, и всегда впредь. И неважно, сколько еще раз ты вернешься назад. Время наслаивается само на себя. Вновь все его чувства вопят под натиском невозможности всего того, что сейчас происходит. Но воин света выстоял. С каждым разом он подбирался все ближе. С каждым разом еще одна деталь вставала на место. И теперь ловушка работала уже против предвестника тьмы. Ох ты ж, ёбаный насос. Нужно быть первый парень на деревне. Как по сигналу, пробиваясь на поверхность из неизведанных глубин, ужасы ночи устремились наружу. Чудовищам не по душе теплый прием, который уже приготовлен для них.
Следующая остановка — спасение Эммы. Интересно, я зря надеялась, что на этот раз ты подоспеешь и прикроешь мою задницу? Видимо, нет, раз я уже тут. Все чисто. Да, спасибо, что снова спас меня. Я бы не хотела умереть не по графику. Думаю, это тебя я должен благодарить за то, что на нефтяной станции все было готово. Ну да, я решила, если все придется повторить сначала, стоит подойти к вопросу с умом, да? Огромное спасибо. Ты сильно рисковала. С тобой все в порядке? А как ты думаешь? Я умерла дважды. Сейчас я очень хорошо все помню. Ты говорил, что все будет хорошо. Я не знаю, что произошло. А, это не твоя вина. Похоже, один из этих, как ты их называешь, держатели? В общем, они что-то сделали с системой питания и добрались до меня. Мне жаль. У меня есть ключи этого мертвого парня из комнаты. Но я не отдам их тебе, пока ты что-то не предпримешь на этот счет. Я уже устала умирать. Резонно. Готово. Сомневаюсь, что теперь у них получится отрубить питание. Спасибо. Словно камень с души свалился. Вот ключи, которые тебе нужны. Спасибо. Я должна рассказать тебе. В столовую я пошла туда вместе с ним. С парнем, который похож на тебя, понимаешь? Я знаю, что я сказала, будто не ходила. Да, я догадался. Хочешь поговорить о том, что случилось в столовой? Там был этот парень из обсерватории и... А этот просто напал на беднягу, несколько раз приложил его лицом о столешницу. Это было ужасно. Я не знала, что он так поступит. Я просто сбежала. Просто оставила его там. Даже не попыталась помочь. Судьба множества людей зависит от баланса. И сейчас балансу угрожают козни темного предвестника. Но на краткий миг воин света вздохнул свободно. Он спас одну жизнь. Пока что этого достаточно. А скоро, возможно, он положит конец и всей истории. Возвращаясь в обсерваторию и надеясь, что это будет в последний раз, человек в равной степени ожидал и боялся грядущего. Человек в равной степени ожидал и боялся грядущего.
Человек знал, скоро он получит то, что ему нужно. Привет, я тебя ждала. Я уже позаботилась о матрице изображения, но тебе все еще нужна первичная система управления. Думаю, мы готовы взглянуть на небо. Уже иду, доктор. Входи! Вот так вот ты выглядишь. Тебя это волнует? Ты должен защищаться.
незаконно нарушать законы физики в моей лаборатории. Это просто неприлично. Жить буду. Я очень рада. Теперь я отчетливо помню наши предыдущие встречи. Ну, дядя, если мы этого никогда не встречались. Не знаю, как сохранилась наша память, но это чертовски интригует. Доктор? Слушай, я знаю физиков, которые бы отдали 15 лет своей жизни за возможность пережить то же самое. Кажется мне, что чудовища с топорами, идущие по пятам, несколько поумерили бы их пыл. Ты просто не встречался с заядлыми физиками. Я рад, что вы в хорошем настроении, но... О, да! Сигнал! Он полный! Наконец-то! Странно, но ему заметно полегчало. Он был вооружен собственными словами. Когда придет время, их просто будет достаточно или недостаточно. А пока он плыл по течению, навстречу финальной схватке. Мы снова возвращаемся в кинотеатр. Если человек и осознавал нелепость похода с несколькими фразами в качестве оружия против силы, которая может пронзать время, он не показывал этого. У человека были свои слабости. Даже много слабостей. Но трусость не входила в их число. О, ты выдумал какой-то там план, не так ли?
Тебе никогда не выбраться отсюда, Уэйк. Никогда. Не волнуйся. Я позабочусь о твоей жене. Да и о твоей жизни. Что такое? Думаешь, ты можешь сделать хоть что-то, чтобы спастись? Все повернется так же, как всегда. И снова. Воин Света входит в последнюю западню. Новая реальность уже близко. Все, что ему нужно, изменить детали сцены, подтолкнуть события до переломного момента, и тогда все прочее встанет на свои места. А, как раз походу на концовку попал. Ну, типа того. Да брось ты, приятель. Почему бы... Что? Что за... Нет! Нет! Ты не можешь! Я лишь брал то, что ты всегда хотел, но для чего у тебя была кишка танка. Теперь моя очередь. Это моя жизнь! Моя жизнь!
Ну, скорее всего, она единственная. Это правда ты? Это правда я. Как? Я люблю тебя. Я тебя. Да-да-да, мыльная какая-то концовочка. Мужчина. Двое влюбленных, которых разлучили слишком надолго. Греясь в лучах прекрасного рассвета, оба чувствовали, он, наконец, дома. Случилось ли все это на самом деле, или было лишь сном, воспоминанием, или проблеском грядущих событий? Одно можно сказать наверняка. То, что вы видели, произошло в другое время и в другом месте. От Найт Спрингс. Да-да-да, 12 лет, блин, прошло до выхода Alan Wake 2. Ну, вот и все. Я думал, она будет хотя бы на 2 выпуска. А не на 2 часа 46 минут. С перекурами. А, блин, не. Что-то вообще не то. Ну да ладно, значит так. Завтра мы играем в... Если я завтра буду стримить. Да, должен, в принципе. Завтра мы играем в Elder Scrolls. Послезавтра мы играем в Elder Scrolls. А дальше, скорее всего, Control. Ну, как скорее всего, по-любому Control. Так что такие дела. Да, пару дней Elder Scrolls надо. Да, все, всем спасибо за просмотр, в принципе, тогда. И доброй ночи. Да, сейчас будет Ctrl-Alt-Delete. Вот так. Все. Спокойной ночи.